Мир вам, друзья мои, мир вашему дому и вашим ближним. Эту встречу мы посвятим одной незначительной теме, которой многие склонны проявлять любопытство. И хотя эта тема не призвана способствовать вашему духовному развитию, но само это интригующее многих обстоятельство основывается на закономерностях, которые для дальнейшего вашего развития теперь уже будет благоприятным правильно представлять. Среди ваших вопросов нередко встречаются те, в которых вы интересуетесь об особенностях сновидений. Сейчас я приведу некоторые из ваших вопросов. Марина спрашивает. Давно хочу спросить тебя о снах. Лет с 10 они у меня цветные и очень реальные. Одно время я даже при пробуждении не могла понять, где для меня больше реальность. А сейчас стала сниться мама-покойница. Что же такое сны? И нужно ли обращать внимание на информацию и эмоцию из них? Аналогично задает вопрос Нава. Мне часто снятся сны, яркие, красочные, и я, памятуя о них в течение дня, начинаю пробовать как-то их расшифровать. Нормально ли пытаться найти какие-то подсказки в своих снах? И еще один вопрос от Владимира, но несколько с иным оттенком. После пробуждения я иногда переживаю за свои поступки во сне, где я уверен, что в реальности на такое был бы не способен. А потом думаю, наверное, где-то во мне эти качества и есть, и стоит обратить внимание на это. В своем ответе я коснусь того, с чем вы обычно сталкиваетесь в состоянии сновидений. Но будет благоприятнее начать рассматривать такую любопытную тему с понимания определенных основ. Надеюсь, это поможет вам точнее сориентироваться в своем отношении к такому своеобразному, загадочному обстоятельству. Все в мире материи состоит из энергоинформационных полей. Говоря об информации, прибавленной к слову «энергия» в понимании энергоинформационное поле, я подразумеваю определенный тип программных комбинаций, на основе которых проявляется конкретная индивидуальность чего-то или кого-то. Поле растений имеет один тип особенностей, а поле насекомых – другой. Все плотные тела образовались вследствие процесса уплотнения соответствующих энергоинформационных полей. А значит, все, что вы в состоянии фиксировать, является энергией, но проявившейся с разной степенью плотности и разной программной составляющей. Однажды так стал образовываться теперь уже фиксируемый вами мир бытия. В этой связи будет правильно понимать, что любое плотное тело неизбежно обладает характерным ему энергоинформационным полем. Чем сложнее структура плотного тела, тем сложнее будет и структура его энергоинформационного поля. А любой организм
обязательно обладает еще и своим полевым сознанием, которое является более сложной структурой, чем обыкновенное энергоинформационное поле. Посредством таких полей всегда происходит характерное взаимодействие всего, что вообще существует во всем мире бытия. Такое энергийное поле распространяется от границ плотного тела на определенное расстояние и призвано вступать во взаимодействие с аналогичными полями всех других объектов, с которыми сможет соприкоснуться. В процессе такого взаимодействия происходит считывание индивидуальной информации, что призвано помогать живым организмам как-то соответственно реагировать на то, с чем они соприкоснулись. Поле такого рода имеет не только информацию о собственном организме и его состоянии, но и о его временно проявляющихся переживаниях. Растения, насекомые, всевозможные животные и люди прежде всего взаимодействуют на уровне энергоинформационных полей. Именно благодаря таким взаимодействиям вы способны чувствовать наличие чего-то, что пока еще не можете зафиксировать сознанием. К примеру, вы способны ощущать наличие какой-то опасности, хотя никаких явных признаков, указывающих на это, не замечаете. Если человек наносит вред растению, то окружающие растения мгновенно воспримут от пострадавшего растения характерное энергоинформационное предупреждение об опасности, после чего эти растения уже будут соответственно реагировать на приближение именно этого человека. Поля всех организмов имеют предусмотренные гармонией природы границы, что позволяет им взаимодействовать на определенные дистанции, благоприятные для их выживания и развития. Планета Земля также имеет характерное энергоинформационное поле. Но это поле Земли взаимодействует сразу со всеми объектами, которые ведут жизнедеятельность на ее поверхности. В поле Земли способна запечатлеваться вся информация, которая когда-либо проявлялась в этом поле за всю историю существования самой Земли. А так как энергоинформационное поле Земли взаимодействует одновременно с полями всех людей, то через это ее поле люди имеют возможность на неосознаваемом уровне соприкасаться с информацией, которая может касаться любого другого человека в любом уголке Земли. Когда вы засыпаете, ваше восприятие окружающей реальности смещается в область, которая не может контролироваться теми особенностями сознания, которые призваны помогать вам анализировать фиксируемую вами информацию в период бодрствования. В таком смещенном состоянии вы становитесь подобны антенне, которая воспринимает всевозможные возмущения, рожденные людьми. Вы становитесь способны как бы видеть жизнь разных людей.
поток такой разнообразной информации так велик, что вы видите только причудливо перемешанные, крохотные фрагменты из чьей-то жизни, и где такие фрагменты иногда могут произвольно сопоставиться с теми, кого вы помните из состояния бодрствования. То есть отмечать чью-то личность в сновидениях вы сможете только из числа тех, кто вам уже знаком. Во сне вы можете кратко пережить чей-то опыт как якобы свой собственный, что вполне может вызвать смущение, так как именно вам в настоящее время увиденное не характерно. А когда вы видите во сне ушедших из жизни знакомых вам людей, это вовсе не означает, что вы смогли вступить в общение именно с ними. К вашим сновидениям может целенаправленно подключиться и какой-то иной источник, не связанный с живущими в данный момент на Земле людьми, который в качестве возможности обратить ваше внимание на какую-то информацию вполне может использовать знакомый вам образ. От соприкосновения с информационным полем, связанным с внеземной формой жизни, может увидеться что-то примечательное и необычное. В зависимости от наличия у вас каких-то сильных переживаний и озабоченности, во сне вы будете предрасположены чаще видеть соответствующую вашим переживаниям комбинацию жизненных фрагментов. А через нередко повторяющиеся узнаваемые вами характерные образы вы можете получать своеобразное предупреждение о каком-то возможном переживании. Но вам не получится избежать события, которое способно вызвать такие переживания. Во сне вы можете увидеть и то, что может произойти с вами в недалеком будущем. Это связано с особыми качествами вашего сознания, которые в качестве живого компьютера способны интересно анализировать вероятность событий, используя данные, которые ваше поле сознания успело считать с аналогичных полей тех, кто вас окружает. Я неоднократно говорил вам, что представители внеземного разума благодаря более высокому уровню развития имеют возможность просчитывать вероятность развития событий вашего будущего на основе анализа проявляемых предрасположенностей каждого человека предпринимать определенные усилия. Действия любого организма достаточно предсказуемы. В зависимости от определенных естественных причин, каждый человек склонен сделать какие-то характерные именно ему шаги. Расчетный анализ таких предрасположенностей может показать наибольшую вероятность какого-то события в будущем. Чем выше уровень развития разума, тем масштабнее возможен такой анализ. Человеческое сознание обладает расположенностью к такому анализу. Но уровень развития разума человека пока находится на начальной ступени развития, отчего у человека такие самостоятельные аналитические операции пока могут происходить своеобразно и незначительно. И только на уровне, когда вы не сможете этого осознавать.
Думаю, многие из вас могли замечать в своей жизни моменты, когда неожиданно для себя вы подмечаете, что какой-то происходящий момент в реальности вам уже знаком. Как будто вы этот момент уже где-то видели. Это и есть обстоятельства, когда ваше сознание на неосознаваемом вами уровне смогло определить вероятность развития каких-то событий. Во снах вы действительно можете увидеть интересные подсказки в области творческих и научных изысканий, так как проявляемый в таких областях особый интерес и озабоченность будут неизбежно стимулировать активность вашего сознания к анализу интересующей вас информации на основе анализа всех информационных данных, которые вашему полю сознания оказались доступны в условиях характерного взаимодействия с окружающими энергоинформационными полями. Такая глубинная работа вашего сознания способна приводить к интересным творческим находкам. А вот на все прочее, увиденное во сне, не стоит обращать особого внимания и как-то пытаться эти сны расшифровывать. Сны не призваны играть решающую роль в вашей жизни, и вы не сможете извлечь оттуда какие-либо бонусы, которые якобы смогли бы способствовать улучшению процесса вашего развития. Приобретать необходимый жизненный опыт, от которого прямо зависит характер изменения судьбоносных процессов в вашей жизни, вы можете только в осознанном состоянии. Все, что вам нужно для нормального развития, это пробовать предпринимать определенные самостоятельные усилия на основе того, что лично вы способны чувствовать и подмечать из происходящей реальности в данный момент. Предпринимать именно самостоятельные усилия, а не навязываемые кем-то, которые вы не можете ни осознавать, ни ощущать как благоприятные. Вы способны нормально развиваться благодаря наличию выбора. Во снах у вас выбора нет. Благостных вам дней, друзья! До встречи!